как же просчитать все еще до старта и предусмотреть все риски и нигде не ошибиться? Давайте разберем топ-5 ошибок, которые допускают предприниматели, идя своим путем при открытии коворкинга. Итак, первая ошибка. Забыть учесть вложения до открытия, до момента старта операционного бизнеса. Очень часто предприниматели считают начало старта тот момент, когда коворкинг физически открывается и начинают идти первые денежные средства. Но это неверно. У вас есть большой запас времени, порядка 2-3 месяцев, когда уже нужно выделять рекламные бюджеты, платить зарплату сотрудников, иметь оснащение минимальной зон кофе-поинтов для того, чтобы проводить просмотры и форсировать человека на заключение договора на аренду рабочих мест. И это одна из главных ошибок, которые совершают предприниматели. Вторая ошибка – это выбрать неправильную систему налогообложения. Самая популярная система налогообложения – это упрощенная система, но всегда есть нюансы. Мы об этом не забываем рассказывать нашим будущим франчайзи-партнерам. Третья ошибка – это считать, что коворкинг начинает приносить доход сразу же на 100% с момента открытия. Это неправильно. У каждого коворкинга есть время на заполняемость и на раскачку. Тут не обойтись без анализа, который мы всегда делаем нашим будущим партнерам. Ведь каждый коворкинг, он уникальный, находится в разных локациях, имеет разное время экспозиции, и это очень важно учитывать перед открытием. Четвертая ошибка – просчитать все. На первый взгляд кажется, что коворкинг – это самый простой бизнес. Чего там сложного? Купил кофе, поставил администратора, девочка улыбается, больше ничего не происходит. Но это не так. Это все равно сложный процесс, в котором должно быть предусмотрена каждая статья расходов. Есть новые нормы, есть новые законы. Необходимо постоянно обновлять информацию. Здесь очень важно всегда довериться профессионалу и тому, кто в определенных кругах имеет компетенции. Пятый вопрос, который я просто обожаю, а давайте порежем статьи расходов. Например, сэкономим на персонале. Практика показывает, что соблюдение всех статей расходов, которые мы рекомендуем, дает возможность быстрее выйти на сроки окупаемости и сделать проект успешным. Итак, хотите посмотреть, как устроен бизнес коворкинга в цифрах? Ниже мы оставили ссылку для стандартных моделей, которые выверила сеть коворкингов Page. Но тут важно понять, что стандартная финмодель – это средневыверенные цифры. У каждого помещения есть своя индивидуальность и уникальность. Мы предлагаем начать с экспресс-анализа для того, чтобы понять, подходит ли ваша локация, ваше помещение, ваше здание для создания успешного проекта. Экспресс-анализ для наших потенциальных франчайзи-партнеров мы проводим абсолютно бесплатно. Поэтому, если у вас остались какие-либо вопросы, и вы хотите заказать экспресс-анализ вашего помещения или здания, свяжитесь с нашим менеджером, контакты которого мы оставили в описании к этому видео.